Приветствую всех садоводов-любителей, а также подписчиков моего канала в этот солнечный и теплый день 4 мая 2020 года в городе Астрахань. Ранее я анонсировал тему своего второго видео, где собирался вам рассказать об ошибках, которые встречаются у садоводов-любителей при посадке клоновидных яблонь. С этой целью мы заглянули на рынок Большие Сады, где можно купить все, включая саженцы плодовых деревьев. Вот именно на этом месте я покупал мои клоновидные яблони, растущие в саду. Вот сейчас остался очень такой небольшой ассортимент клоновидных яблонь. Вот на этом месте я тоже покупал клоновидные яблони. А вот мне встретился мужчина, который мне продает клоновидные сливы. Я беру клоновидные сливы только у него. Одно из главных условий при посадке — это желательно сажать однолетний саженец, чем двухлетний. И вот сейчас Тимур, продавец клоновидных слив, нам расскажет об этом подробнее. Но желательно посадить маленькую, однолетку. Однолетка догонит на большое дерево. Она быстро примутся. А за большое дерево год нужен. Постоянно поливать, прикармливать его. А маленькую посадили и поливать, все, больше ничего не нужно. Второе условие — это желательно покупать не в питомнике, а покупать на рынке у проверенных продавцов. Вот у таких, как Тимур. В питомниках они не выращивают, они просто продают оттуда. Или дагестанские, или краснодарские деревья. А так как здесь питон, то есть они сами не выращивают. Продают 2 раза дороже, чем на рынке. Именно по этой причине я никогда не беру саженцы клоновидных яблонь и других плодовых деревьев в питомниках или по интернет-заказам. Только на рынке у проверенных продавцов. Давайте спросим цену на клоновидные яблони. Сколько стоит цена? 150 рублей. Вот 150 рублей саженец клоновидной яблони. Вот в этом месте я покупал катарантусы. Ну, возможно, еще куплю и посажу. 50 рублей. Вот такой вот в Астрахани базар, где очень много цветов. Ну и рассады, конечно, перец, томаты. Особое внимание надо уделить местонахождению прививки при посадке. Этой особенности нам расскажет продавец клоновидных яблонь Фатих, у которого я раньше приобретал их. При посадке клоновидной яблони, чтобы прививка не ушла вниз, мы ее закрепляем колышком и сажаем на 5 сантиметров от земли. Спичный коробок. 2 года назад, когда я сажал первые свои клоновидные яблони, я не знал об этом нюансе и также совершил ошибку. Вот посмотрите, у меня место прививки как опущено. Соответственно, корневая шейка тоже опущена. То есть она должна была быть на уровне, ну, примерно 5-6 сантиметров выше. А она у меня находится вот здесь. Уровень с поверхностью земли. Так сажать недопустимо. Но это не все у меня такие деревья, а остальные деревья я уже сажал правильно. Вот еще один пример, как не нужно сажать клоновидную яблоню. Также место прививки у меня уровень с поверхностью земли. То есть это место должно быть выше на 5-6 сантиметров. Даже самая моя красивая клоновидная яблоня не избежала участи неправильной посадки.
Она также посажена не по правилам. Вот посмотрите. К сожалению, это место должно быть выше на 5-6 сантиметров тоже. И быть вот на этом уровне. Дальше я старался таких ошибок избегать. И все остальные деревья, которые были посажены в 2019 году, а их большинство, я сажал уже правильно. Год назад и 2 года назад я покупал клоновидные яблони. Давай нас на улице встретим. Соня, дубль 2. Вот это 500. Есть обычный 200. В Астрахани установилась жара по 30 градусов. После больших эсад я заглянул в магазин «Дачный мир», где обычно тоже берут цветы. Следующая ошибка при посадке клоновидных яблонь – это тот факт, что их нельзя сажать, когда солнце стоит в зените. Посадка осуществляется только в вечернее время. Ну и, конечно, идеальный вариант – это прохладную погоду, в дождливую погоду. Зачастую многие люди, приобретая саженцы плодовых деревьев, в частности клоновидных яблонь, долгое время ходят с ними по рынку или кладут их в багажник автомобиля, тем самым пересушивая корни. Допускать это нежелательно, но даже если это произошло, то мы можем оживить корневую систему с помощью корневина. Замачиваем корневую систему саженца в растворе корневина, 10 грамм на 10 литров воды, держим 2-3 часа, а затем сажаем. Это намного улучшает приживаемость корневой системы. В этом я убедился год назад при посадке, когда всю корневую систему саженцев вымачивал в растворе корневина, а через 2-3 часа высаживал в открытый грунт. Саженцы клоновидных яблонь желательно сажать весной. Но если регион жаркий, такой как Астраханская область, допустима высадка саженцев клоновидных яблонь и осенью. Но этот факт неприменим к средней полосе. То есть там зимой могут быть заморозки до 25-30 градусов, и саженец просто не выживет. Поэтому никогда не допускайте эту ошибку. Поэтому для южных регионов это весна-осень, ну а для средней полосы лучше всего сажать саженцы только весной. Особое внимание также при посадке клоновидных яблонь обращайте на целостность верхушечной почки. Я показываю это на примере своей клоновидной яблони, уже посаженной. Вот верхушечная почка, она должна быть целой при покупке саженца клоновидной яблони. Также не забывайте при посадке саженца клоновидной яблони высаживать его на одном из самых освещенных мест своего сада. К сожалению, ряд клоновидных яблонь мне пришлось изначально посадить возле дома, где солнце уже после 2-3 часов дня не бывает. Ну, это все объясняется тем, что сад у меня не такой большой, и у меня просто не было выбора. Соблюдая принцип сочетаемости плодовых деревьев, яблони можно посадить рядом с грушами. Также одной из характерных ошибок является то, что мы в первый год после посадки начинаем его перекармливать. Это делать ни в коем случае нельзя. Первый год вся энергия дерева уходит в первую очередь на развитие корневой системы. А вот уже на следующий год можно и нужно давать удобрения в тех количествах, которые нужны для клоновидной яблони. Большое количество удобрений первый год после посадки, включая, разумеется, азот, может обжечь нежные корешки клоновидной яблони. Ну и, конечно же, не забывайте об особенностях правильного рыхления после полива. Нежные корешки клоновидной яблони располагаются очень близко к поверхности земли, поэтому не повредите их. Таким образом, соблюдая эти нехитрые правила, вы избежите проблем, связанных с выращиванием клоновидных сортов плодовых деревьев, в частности клоновидных яблонь. В следующем своем видеоролике, третьем по счету,
я вам расскажу, на каком расстоянии друг от друга необходимо высаживать саженцы клоновидной яблони. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, ваш Ренат. Подписывайтесь на мой канал. Вас ждет в этом году очень много интересного и полезного.